Добрый день, друзья! Как поживаете? My name is Natalie. Welcome to Natalie Practical Russian, where you can practice your Russian through my stories. Today's topic is the Russian verb думать with prefixes. First, I'll tell you a short story, then I'll give you a full explanation of the meaning of each word. Ready to start? Oh, okay, one moment. If you're first time here and you don't know, you can get my free material. I have a book with common Russian phrases. To get it, click on the link below, okay? The link is in the description section. And now the verb думать. Let's get started. Я думаю и никак не могу решить. У моей подруги день рождения, и я не знаю, что подарить ей. У меня совершенно нет идей. Я ничего не могу придумать. Вчера я думала над этим, я думала над подарком, что я могу подарить ей. И сегодня я целый день думаю об этом. И завтра я буду думать об этом. Это какой-то кошмар, я не знаю. Обычно мне нелегко выбирать подарки для друзей, потому что я люблю дарить полезные подарки, я люблю покупать хорошие подарки, и я всегда очень долго думаю, да, что я могу подарить. Вчера я подумала, что я могу купить ей что-то для дома, но потом я передумала, потому что я знаю, она говорила мне недавно, что она была в магазине, она была в Икее, и она купила, что она хотела. Потом я подумала, что я могу подарить ей духи. Духи – хороший подарок для девушки. Но потом я тоже передумала, потому что я не знаю, какой запах она любит. Я не знаю. И я тоже передумала. Потом я подумала, что я могу купить для нее шапку и шарф. В России холодно сейчас, и этот подарок будет актуальным. Но позже я тоже передумала, потому что я знаю, у нее есть и шапка, и шарф, и я не знаю. Я всегда очень долго обдумываю этот момент, потому что я не хочу дарить ненужные вещи, да, и для меня это всегда очень важно. И еще я не люблю ходить в магазине и выбирать подарок. Я думаю над подарком дома. Когда у меня идея, да, я иду и покупаю подарок. Только так. И очень часто я долго обдумываю, какой подарок я хочу подарить. И сегодня у меня такая же проблема. Конечно, можно выдумывать разные оригинальные подарки. Да, если вы креативный человек, вы можете выдумывать легко, но я нет. У меня не очень большое воображение, и я не могу выдумывать что-то. Для меня это трудно. Я обычно думаю, хорошо, что любят девушки, да? Еще я подумала, что я могу подарить ей кошелек, но сейчас люди уже редко используют наличные деньги. И я помню, она показывала мне свой кошелек, у нее есть кошелек, старый, но она его очень любит. Я не знаю, это так трудно выбирать подарки для друзей. А вы что думаете? Вы легко выбираете подарки для семьи, для друзей? И также иногда я не могу придумать, что я хочу рассказать вам. У меня нет идей, я думаю над текстом, над идеей и не могу придумать ничего. На самом деле у меня есть разные идеи, но часто я передумываю, я меняю, да, свою идею. Например, вчера я подумала, что я хочу сделать видео для вас на улице, да, но сегодня я передумала. Почему? Потому что на улице сегодня плохая погода, да, и я решила сделать видео для вас здесь. Я передумала, я изменила мое решение.
Я могу рассказать вам о процессе, как я делаю видео. Сначала у меня есть идея. Конечно, я стараюсь выдумать что-то оригинальное, но я не всегда могу сделать что-то оригинальное. Сначала я выдумываю в моей голове разные креативные идеи, потом я понимаю, что не все я могу сделать, и я останавливаюсь на одной идее. У меня есть идея, я ее придумала, да? Иногда я передумываю, это нормально, и потом я обдумываю процесс, где я буду делать, что мне надо, чтобы сделать видео, да? Я обдумываю, как это будет, где это будет, когда я буду это делать, я обдумываю. И еще я продумываю детали, конечно, я продумываю, что мне надо, чтобы сделать видео. Я не хочу сделать ошибку, и, конечно, я продумываю этот процесс, как в своей голове, у меня есть план в голове, как я буду это делать, я продумываю все. А мы все думаем постоянно, да, это нормальный процесс в нашей голове, мы думаем, мы что-то придумываем, мы что-то обдумываем долго, мы смотрим на ситуацию с разных сторон. Иногда мы передумываем, когда мы меняем наше решение. И также мы продумываем, как это будет, разные моменты, маленькие моменты мы продумываем. Это может быть любая ситуация. Например, когда вы планируете свой отпуск. Вы сначала мечтаете, вы выдумываете, вы видите, как вы отдыхаете в Америке или наоборот в России, да. Потом вы придумываете идею, что вы хотите поехать в эту страну в этом году, да, в декабре. Потом вы обдумываете, как это будет, что вы будете жить в отеле, что вы будете отдыхать на море, или вы будете путешествовать на машине по стране. Вы обдумываете разные варианты. И следующий этап вы продумываете детали. Вы продумываете план в вашей голове, что вам надо для этого. Вам надо забронировать отель, вам надо купить билеты, может быть, вам надо арендовать машину там, да? Вы продумываете все эти моменты. Это тоже очень важно. Да и все. И сейчас я хочу повторить новые слова для вас. Думать – это процесс в нашей голове. Мы постоянно думаем. Я думаю сейчас, я думала вчера, я буду думать завтра. Да? Мы постоянно думаем. Наш мозг постоянно думает. Это процесс. И мы думаем о чем-то. Да? Мы думаем о работе, мы думаем о семье, мы думаем о своей стране. И также мы думаем над чем-то. Это когда мы думаем более детально, мы думаем более глубоко. Я думаю над новым проектом. Мне надо больше времени. Сейчас я думаю, что я буду делать завтра. Подумать, когда у вас есть результат в вашей голове. Значит, вы решили, да или нет. Вы подумали о чем-то. Есть результат. Обычно мы используем в прошедшем времени и в будущем. Да? Он подумал, она подумала, они подумали. Я подумаю, он подумает, они подумают. Да? Я подумаю об этом завтра. Я люблю эту фразу, я не люблю давать ответ сразу же, мне надо время, и я думаю, да, и только потом я даю ответ. Он подумал и решил, да, он принял решение. Передумать, значит изменить что-то. Вы думали, но вы передумали. Если ваш ответ был «да»,
вы были согласны, но потом вы передумали и ваш ответ нет. Если ваш ответ был нет, то сейчас вы согласны и вы говорите да. Вы меняете ваше решение. Это значит передумать, изменить решение. Придумать. Приходить. Идея приходит в вашу голову. Это значит, у вас есть новая идея. Он придумал электромобиль. Да? Или я придумала, что делать в этой ситуации. Придумать. Выдумать. Выдумать вы значит как выходить за рамки. Значит, это что-то нереальное. Вы выдумываете. У вас есть какие-то идеи, но это только ваше воображение. Это что-то нереальное. Когда вы придумываете идею, значит, вы хотите сделать это. Но когда вы выдумываете, это только ваши мечты или ваши нереальные идеи. Обдумать. Об значит около, рядом. Когда вы ходите вокруг проблемы или вокруг вопроса, вы смотрите на ситуацию с разных сторон. Вы обдумываете, конечно, в вашей голове. Вы обдумываете, ходите вокруг этого вопроса и думаете, что будет, если я сделаю это, что будет, если я не сделаю это. Вы обдумываете, может быть, все ситуации, все за и против, да? И также вы обдумываете детали, да. Следующее, продумать. Продумать значит продумать детали, когда у вас есть план, да, вы продумываете, как через что-то, вы идете через, да, в вашей голове вы проходите через. Сначала вы подумали, и вы придумали идею, вы понимаете, это хорошая идея, вы обдумываете, да, все нюансы, все ситуации, да, нет, что это, и потом вы продумываете как через все поэтапно, да, в вашей голове вы продумываете все этапы, как это сделать. Это может быть любая идея. И сейчас мои вопросы. Вопрос номер 1. О чем вы только что подумали? О чем вы только что подумали? Вопрос номер 2. Что вы думаете о русском языке? Что вы думаете о русском языке? Вопрос номер 3. Вы придумали что-то интересное на выходные? Вы придумали что-то интересное на выходные? Что вы будете делать в выходные? Ваши планы на выходные? Вопрос номер 4. Что вы планировали сделать и передумали? Что вы планировали сделать и потом передумали? Вы хотели сделать что-то, но потом изменили свое решение. Вы передумали. Отлично. My questions are in the comment section. To get more out of this video, I recommend you to answer them. I'm very pleased that you watched my video. Thank you for your time. If you haven't received my free material, do so. The link is in the description section. You can practice more Russian phrases from this book, okay? I wish you a good day, хорошего дня, хорошего настроения и пока!